Я вас приветствую. Тема души и о том, как она функционирует, интересует очень многих. На самом деле душа является временной владелицей материального грубого и тонкого тела, а функционирование этого механизма, тела, сознания, полностью контролируется Богом. Господь в форме своих четверичных экспансий – Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи – является повелителем психической деятельности живого существа. Он повелевает нашими мыслями, эмоциями, желаниями и поступками. Внутренние тонкие чувства проявляются через 4 формы. Их обозначают как читта, манас, будхи и аханкара. Различить их можно только по их функциям, ибо каждый из них проявляет себя по-разному и характеризуется различными признаками. Таким образом, в соответствии с замыслом Творца, сознание каждого человека делится на 4 функциональные части, которые находятся под контролями четверичных экспансий Верховной Личности Бога. Чатурвьюхи. Читта – это бессознательный ум и память. Контролирует читту божество Васудева, что означает «везде пребывающий, как воздух». Читта подобна складу, который хранит в себе память обо всех наших воплощениях. Читта хранит в себе всю нашу карму, как проявленную в этой жизни, так еще и не проявившуюся. Если материальное сознание человека сравнивать с компьютером, то читта подобна массиву памяти, на котором хранится огромное количество информации. С большей частью этой информации мы почти никогда не работаем. Неиспользуемая информация заархивирована. Мы забыли, что эта информация вообще существует. У нас к этой информации практически даже нету доступа. Читта является самым главным аспектом нашего сознания. Манас – это подсознательный ум, контролирует манас божество, Анирудха, что означает трудно преодолимый, как вода. Подобно воде, ум всегда находит лазейки, чтобы отклониться от главного дела. Он не хочет быть под контролем. В манасе хранится проявленная карма этого воплощения. Проявленная карма переходит из читты бессознательной памяти в манас подсознательный ум в виде ясных проявленных желаний. Карма есть не что иное, как совокупность желаний и ответственности за результаты наших действий в прошлых и настоящих воплощениях. Желания мы ощущаем в уме. В уме мы понимаем свои предпочтения и то, чего мы хотим избежать. Ум – это очень могущественный инструмент, генератор, с помощью которого мы реализуем свою кармическую программу, реализуем свои желания, принесенные также из прошлой жизни. Аханкара – ложное эго, самоотождествление – то, кем или чем я себя считаю, контролирует аханкару божество Санкаршана, что означает «притягивающий, как земля». Подобно твердой земле, аханкара есть некая очень жесткая структура нашей личности. Это психологическая структура, которую очень сложно поменять, которая сопротивляется всем изменениям. Аханкара – это наши представления о себе, базовые ценности о том, что хорошо и что плохо, ценности, на основании которых мы строим свою жизнь. Аханкару можно сравнивать с камертоном, с помощью которого мы настраиваем свое восприятие окружающей действительности. То, что входит в резонанс с нашим камертоном, то мы и воспринимаем в большей степени. И в конечном счете аханкара, которую часто переводят как ложное эго, это наше неправильное представление о том, что я – Бог на этой земле, что здесь все должно быть так, как я хочу. Те, кто в явном виде не считает себя Богом, считают себя телом. Это тоже ложное отождествление себя не с тем, что мы есть на самом деле.
Душа – это сжатое духовное тело в виде семечка. Когда вы поймете себя изнутри, вы не узнаете себя в зеркало. Одни смотрят на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде, третьи слушают о душе, как о чуде, а четвертые, даже услышав о душе, все же не способны постичь ее. Они еще не доросли до этого, а к какой категории вы себя отнесете. Чтобы обнаружить душу, нужно исследовать все, что ее окружает, говоря «это не душа», «это не душа». Так человеку надлежит учиться различать материю и дух. Об этом пишется в Шримад Бхагаватам 7.7.23. Практически любые вещи, которые мы видим здесь, их качества, они есть в душе. Если вы соедините все способности всех живых существ, всех 8 400 000 форм жизни, это будет примерно все свойства одной души. Она все может. Поэтому к ней приложимы многие определения, но в целом ее можно определить как свет солнца, который может по-разному проявляться через растения, через другие явления. Много свойств открывается у него. Также и душа, она, попадая в то или иное тело, может там обладать разными свойствами, может научиться летать, может научиться плавать в воде, может жить в огне, может перемещаться на другие планеты. Она все может. В разных телах она осваивает все это быстро, обуздывает каждое тело, словно объезжает коня. И так душа, обуздывая все эти формы жизни, поднимается выше до человеческой формы жизни, где она уже может обуздывать разум, ум и чувства. Только в человеческой форме жизни дана ей такая возможность. Изменив свое сознание, мы поймем, что все в этом мире принадлежит хозяину энергий. Материальный мир создал Бог, а значит, Он главный хозяин всех и всего. Мы, как духовные существа, тоже Ему принадлежим.